Еще раз здравствуйте. Сегодня у нас сакральная ночь, и мы сегодня с вами погадаем, кто меня любит. Гадание называется. Гадать мы будем на черных картах, на черных игральных картах. Будем выбирать даму и смотреть, кто же ее любит, какую даму, какой король. Именно на королей. Перемешиваем карты. Вот такие вот красивые черные карты. Игральная колода, 36 карт. Загадайте себе сейчас королеву. Какой вы являетесь королевой? Загадали. Загадали. Сейчас будем искать вас. Именно вас будем искать. В черных, красивейших картах. Итак, дама крестовая. Настройтесь, кто выбирает даму крестовую. Самая интересная дама в колоде, как я считаю, зеленоглазая, кореглазая. Интересная в плане общения. Откладываем ее в сторону. Дальше ищем другую даму. Кто не хочет быть крестовой. Кто хочет быть пиковой дамой. Дамой пик. Вот такой вот интересной картой. Кто хочет стать? Какая-нибудь жгучая брюнетка? Или вы колдунья? Выбрали? Окей. Откладываем в сторону. Ищем следующую даму. Следующая дама у нас выпала Чирва. Кто будет пышно ресницей дамой Чирва? Кто будет этой красоткой? Окей, определились. Ищем еще последнюю карту. Дама Буба. Кто обворожительная дама Буба, покоряющая сердца других людей? Мужчин, женщин, неважно кого. Всегда открытая для всех. Родительница, та, которая будет иметь много детей. Или та, которая способна иметь очень много детей. Вот, дама, определились. Молодцы. Из оставшейся колоды мы отделяем сейчас вольтов, которые будут значить то, как именно вас кто-то любит. И королей, которые будут означать мужчин, которые вас любят. Потому все младшие карты нам не нужны. Их откладываем в сторону. Оставляем только королей и вольтов. Первым делом мы будем выкладывать королей и потом вольтов. Вольтов откладываем в сторону. И королей. Королей перемешиваем, чтобы никто не знал, где какой король. Смотрите, какие рубашки. Ну просто супер, не карты. Карты просто красотища. Произведение искусства. Так, перемешали. Итак, сейчас каждой даме мы положим одного короля, который будет обозначать того мужчину рядом с ней, который ее любит. И попробуем поконкретнее его описать, чтобы все-таки девушка обратила на него внимание. Может, он ходит рядом уже 10 лет или год, или 3 дня, весь влюбленный, а вы даже не замечаете его. Раскладываем. Даме крестовой, бубновой дадим, пиковой и червовой. Всем дали по королю. Теперь берем вольты. Черная колода. И сейчас определим, с какой любовью этот человек вас любит. Пиковой дадим, червовой, бубе и кресте дадим по королю. А теперь будем описывать каждого короля, который вас любит. Возможно, вы его даже не замечаете, вокруг себя не видите этого мужчину. И я хочу, чтобы вы сейчас на картах его увидели, а завтра подумали и решили, есть ли этот человек вокруг вас.
Обратите на него внимание, просто обратите. Даже можете впритык спросить, любит ли он вас. Итак, переворачиваем карты. У дамы крестовой такой король, у пиковой такой, у чирвы такой король, а у бубы пиковый король. А теперь посмотрим, как эти мужчины их любят. Вами загаданных дам. Итак, мы начинаем. Посмотрите, дорогие мои кресты, кто определил себя как креста. Вас любит мужчина, который светлее вас волосами, где-то на 2, 3, 4 тона. Он очень похож на блондина, он светлорусый, он мужчина даже с залысинками. Это лысый даже может быть мужчина, который вас реально любит. И смотрите, у вас выпал такой же валет, как и он. Он действительно вас любит, он хочет на вас жениться. Позвольте ему войти в вашу жизнь. Позвольте показать мужчине, на что он способен ради вас. Это светлый мужчина со светлыми глазами, голубоглазый, сероглазый. Он даже как-то похож на... Ой, забыла, как его зовут. Дмитрия Нагиева. Вот что-то он мне напоминает, почему-то эта карта Дмитрия Нагиева. Вот такой вот он. Да. Ну, это такое описание Бубы. Дальше мы посмотрим, кто выпал у Пики. У Пики выпал король червовый и выпал валет креста. Это говорит о том, почему он выпал Пике. Это люди, которые совершенно не похожи друг на друга. Это, возможно, бывший дамы Пики, который хочет с ней наладить отношения какие-то, которые с прошлого. Он реально с вашего прошлого, вы с ним уже были, у вас были с ним отношения. Он действительно вас любит, тоскует. И, кстати, он готов вас спонсировать, он готов быть вашим спонсором, либо помогать вам. Если вы его позовете, он обязательно придет. Он хочет, чтобы вы его о чем-то попросили. И любит вас. Чирва. Дама Чирва. У дамы Чирвы выпал крестовый король. Да, вас обожает мужчина с зелеными, с карими глазами. Это мужчина очень деловой, принципиальный. Он... Вот мне идет, что он любит что-то носить на шее. Что-то на шее. Это... Или красивый нарядный галстук, или это цепочка. Но это не заурядные вещи, это вещи с каким-то значением для него. Вот он такой вот мне идет. Он немного старше вас на 3-5 лет. Немного, совсем небольшая такая разница. И смотрите, как он вас любит. Он вас любит с вальтом пиковым. Это значит, что он страдает без вашего внимания. Он его носит, его реально носит. Он тоскует. Он иногда хочет совершить с вами что-то, что нельзя совершать, что связано с уголовным кодексом. Он, возможно, хочет где-то вас изнасиловать. Он вас любит вот такой какой-то криминальной любовью, этот король. Король рядом с вами. Обратите внимание. И его, в принципе, можно не бояться, потому что все-таки он крестовый король. Если бы выпал пиковый король и с пиковым вальтом, это значит, что вас любит какой-то маньяк. Но если выпадает любой другой король, не пиковый, с пикой, это говорит о том, что мужчина все-таки держит себя в руках. Крестовый король, обратите на него внимание. И дама Бубен. Даму Бубен любит пиковый король. И любит с вальтом Чирвой. Он ее любит поэтически. То есть человек, который, в принципе, по жизни своей очень жесткий, меркантильный, такой жесткач, гвоздь. Вот у него кликуха гвоздь. Вот я бы его так назвала. И этот гвоздь, хулиган, этот не безбашенный. У него как раз голова на плечах. Он такой криминальный, сильный хищник, который любит вас
поэтической любовью. Вы его муза. Он когда смотрит на вас, он просто тает, и у него сердце просто становится в 3 раза больше. Как он внешне выглядит и как его определить, но если кто таких людей криминальных не видит вокруг себя, да, то я бы сказала, что вот тут особо не определишь, да, мне не идет картинка, тонкий он или худой, или толстый, то есть он может быть и таким, и таким, у него на голове короткая стрижка, и, возможно, как-то волосы вверх направлены, он темный обязательно он с темными волосами. Он любит носить, кстати, черные одежды, что-то такое с металлюгами связано, либо это кожаный какой-то черный пиджак, он с него не вылазит. Ну, вот такой вот криминал, в кавычках, да, но любит он вас просто от души, он готов вам стихи писать, может, даже и пишет, а вы об этом не знаете. Обратите, пожалуйста, внимание на таких людей вокруг вас. Обратите внимание на королей, которые вас любят. Не зря и не случайно они выпали. Может, вы их не загадывали, может, вы даже не знаете, о ком я говорю, да? Но просто обратите внимание и напишите мне в комментариях, нашли ли вы такого человека в своем окружении. Все, спасибо. Кот у меня тут за дверями орет, надо впустить. Пока-пока.